Надо сказать, вот и эта гардеробная получилась достаточно вместительной, что туда помещается наш Антон. Здравствуйте, друзья! С вами компания Ремель в лице очаровательного дизайнера Ксении. Здравствуйте, и не менее очаровательного технического директора Антона. Сегодня мы вам расскажем про ремонт в однокомнатной квартире общей площадью 39 квадратных метров, Расположенной в жилом комплексе «Три ветра». Заказчики, семейная пара, обратились к нам в компанию по рекомендации своих друзей. Передо мной стояла задача организовать пространство для проживания двух человек, не прибегая к перепланировке. Как мы говорили ранее, общая площадь квартиры 39 квадратных метров, из которых целых 10 метров занимает прихожая. Она имеет вытянутую форму, и в торцах мы разместили места хранения. Например, вот эта гардеробная получилась очень вместительной. А электропроводку в этой квартире мы полностью заменили. Щит внутреннего монтажа разместили в гардеробной. Щит компания АББ, установочные изделия тоже компания АББ. А еще при проектировании гардеробной мы предусмотрели специальное место для хранения роутера. А это вторая гардеробная. И поскольку помещение вытянутое, входную зону мы выделили конфигурацией потолка, полиуретановым декором и освещением по периметру. На первый взгляд интерьер кажется простым, но на самом деле здесь проделана колоссальная работа по подбору цветов и фактур. Здесь мы специально подобрали в едином тоне диван и штору к основной акцентной стене. Это сделало эту зону более спокойной, камерной, располагающей к отдыху. Дополнительно подчеркивает эту стену и достаточно контрастный цвет, который я использовала, конфигурация потолка и подсветка. Данный кухонный гарнитур содержит в себе весь джентльменский набор бытовой техники. Это встроенный холодильник, встроенный духовой шкаф, встроенная микроволновая печь. Хочется отметить, что панели духового шкафа и микроволновой печи подобраны в цвет с основными фасадами кухни. Также, конечно же, за моей спиной располагается встроенная посудомоечная машина и далее варочная поверхность, над которой располагается вытяжка. С точки зрения дизайна, здесь мы приняли решение использовать фартук из закаленного стекла. Более того, это очень практичное решение, его достаточно легко мыть, убирать, и он абсолютно безопасный, если вдруг разобьется. Смеситель оборудован функцией подачи чистой питьевой воды. Это кран для подачи чистой питьевой воды, а это кран для подачи воды для мытья посуды. От застройщика нам достался не очень симпатичный панельный радиатор. Мы его заменили на красивый белый трубчатый радиатор, который подчеркивает наш интерьер. Также мы заменили пластиковый подоконник на подоконник из акрилового камня. Давайте посмотрим на спальню. Здесь я использовала тот же прием с акцентной стеной и подсветкой. В спальне мы выделили рабочую зону, подчеркнув ее конфигурацией потолка и конструктивом мебельного гарнитура.
Но трипольный конвектор очень редко устанавливается застройщиком, но в данном случае это как раз было исключением, так как окна в пол здесь нам не пришлось совершать обычную переделку. Корпусная мебель в этой комнате, как и вся мебель в этой квартире, изготовлена нашей компанией по индивидуальным чертежам. И так как это минимализм и ручки были бы лишней деталью, мы использовали механизм Типон. Если посмотреть на план, то мы увидим, что колонна выпирает в жилое помещение. Более того, у этой квартиры нет ни одного угла 90 градусов. Нам пришлось создавать в необходимых местах такие углы при помощи гипсокартона и штукатурок. Это угол на кухне и угол установки гарнитура для кабинета. И все полы здесь уложены под углом 45 градусов по отношению к стенам. Здесь мы использовали керамогранит в серо-бежевой гамме. Единственный акцент, который здесь есть, это ниши. Фасады для системы хранения имеют две фактуры – белую глянцевую и максимально похожую на керамогранит, который мы использовали на полу. Инженерные коммуникации в ванной расположены в гипсокартоновом коробе. В этом же коробе располагается рама инсталлированного унитаза, а доступ происходит при помощи люка-невидимки. Открывается он простым нажатием. Таким образом открывается люк. В люке мы видим следующий набор приборов. Это фильтры тонкой очистки гейзер Тайфун, фильтры грубой очистки, редукторы давления, гребенки водораздачи и систему защиты от протечек Нептун. Мы были рады рассказать вам об этой замечательной квартире. Будем и дальше вам показывать обзоры наших проектов. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Пока-пока.